Вот вам универсальная заготовка-каркас, которая есть в каждом доме. Яичную скорлупу оклеиваем салфеткой. Клей ПВА разведен водой. Для первой игрушки наносим папье-маше довольно толстым слоем. Силиконовым стеком делаю углубление. Такую фактуру можно создать любым предметом, например, черенком маленькой ложки. Если вы делаете вместе с детьми, оставьте заготовку с массой на час-два, затем приступайте к фактуре. Будет легче работать. Петельку для подвеса сделала из проволоки. Вклеиваю в полностью просохшую заготовку и закрываю отверстие массой папье-маше. Окрашиваю акриловыми красками. Темно-коричневый, белый сделает последующие слои более яркими. В зеленый металлик добавила золотой. Окрашиваю от темного к более светлому. Последний слой золотой металлик кое-где. Наношу клей для потали. Приклеиваю кусочки потали. На что похожа эта игрушка? Напишите, была ли у вас такая в детстве? Для второй игрушки делаем очень тонкое покрытие. Хорошо разглаживаем и отправляем на просушку. После шлифуем наждачкой. Из папье-маше можно делать оттиски в молдах, если оставить их в морозилке на 3-4 минуты. Эту партию я явно передержала. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Прижимаю при помощи синтетической мягкой кисточки. Декорируем оттисками только половину заготовки и оставляем на ночь. Теперь, когда эта половина подсохла, можно продолжить.
После полного высыхания окрашиваю акриловыми красками. Техники послойного окрашивания. Каждый слой просушиваем. Выделяю фактуру жемчужным металликом. Глиттер добавляем прямо в акриловый лак. Вот какой эффект получается при послойном окрашивании. Яичная скорлупа – универсальный каркас основы для воплощения множества идей. Пожалуйста, поделитесь своими в комментариях. Игрушки из папье-маше на универсальной основе. Продолжение следует. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.